Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я к вам пришла с таким вот джинсовым гламуром. Прекрасный, очень красивый джемпер с такими оригинальными косами, вертикальные составляющие узора у нас идет. Стройнит, вытягивает фигуру в таком модном цвете джинсовом. Весьма красиво смотрится. У нас здесь присутствует, помимо наших кос, присутствуют ажурные дорожки. Это так мило смотрится. Присутствуют вот такие небольшие шишечки. Давайте с вами детальненько посмотрим эту моделечку. Ну-ка, приблизим узорчик. Вот смотрите. Значит, у нас идет классический рукав. Да, то есть это очень приятно, потому что в последнее время действительно очень много появилось моделей свободного кроя оверсайз, а здесь вот у нас идет чистая классика, рукавчик с окатом, и это радует, да. Так, у нас здесь коса идет с перекрещиваниями, такими многоступенчатыми, непростая коса, плоская, так скажем, у нее идет вот эта часть, где у нас перекрещивание, сглаженное. Очень легко вяжется, не пугайтесь, девочки, если никогда не вязали. Если вы захотите, я вам обязательно технически сможете по моему сегодняшнему видео мастер-классу, когда будем вязать узор, вы научитесь делать эти перекрещивания очень легко. Там дело, в принципе, привычки и автоматизма. Так, у нас с вами, значит, как я уже сказала, классика, и это очень радует. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Планочка у нас идет по низу, по верху и по рукавчикам, да, то есть все идет очень, как бы всегда, как мы привыкли вязать. Обычно я всегда такие модельки рассматриваю. Смотрите, вот в таком цвете у нас еще, в таком, знаете, розовато-коричневом, очень такой тоже цвет модный, красивый цвет. Тот же самый джемпер очень красиво смотрится, согласитесь, очень интересно смотрится. Мы с вами в сегодняшнем видеопроекте охватим сразу расчетами много размеров. У нас будет сегодня с вами рассматриваться размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. Опять я вам приближаю эту картинку, только в другом цвете. Возможно, вы захотите выбрать такой цвет. Кстати, планку можно вязать резинкой 2 на 2 или резинкой 1 на 1. Это не столь существенно, это по желанию. Так, вот, ну, в общем-то, это то же самое, да, показываю вам. Очень красиво смотрится. Длина, кстати, не длинная модель, как видно здесь, да. Очень хорошо видно, как оформлен низ. Все у нас, в принципе, мы такое много раз вязали, да. Так, далее смотрим. По спиночке у нас тоже идет такой же узор. Спинка перед вяжется совершенно одинаково. Различие лишь в вырезе горловины. В ее глубине я об этом сегодня детально с вами поговорю. Мы свяжем с вами образец узора. Мы с вами сегодня сделаем расчет плотности. Кто не умеет этого делать, я покажу, девочки. У нас будет ВТО, влажно-тепловая обработка образца, то же самое. Кто не умеет, смотрите, как это делаю я во всяком случае. И, в общем-то, затем у нас будет расчетная часть, когда мы с вами будем все детально, я буду рассказывать, сколько петелек набирать, да, на тот или иной размер, как сформировать вырез горловины, сколько петелек на пройму и так далее, да. То есть вот эти вот все моменты, без которых ни одно изделие нельзя связать. Ну и вот в итоге, смотрите, выбирайте цвет, выбирайте
какой вам больше подходит. Возможно, вам из этих двух цветов никакой не подходит, да, и вы выберете какой-то свой, например, салатовый, да, мне тоже очень нравится, импонирует этот салатовый цвет. Так, ну, а вот в джинсовом, мне кажется, это вообще беспроигрышный вариант, потому что я думаю, что этот цвет идет практически всем. Он такой нейтральный, спокойный, в общем-то, под джинсы будет очень вообще классно смотреться. Это модный цвет, модный джемпер. Ну, какие еще можно придумать эпитеты, да, к такой красоте. К тому же не столь сложно вяжется, и у нас самое главное вертикальные такие вертикальные узоры, которые будут стройнить. Вот это тоже очень важно. Итак, если вас все устраивает, приступаем к выбору пряжи и спиц. Так, мои хорошие, пряжу, которую мы будем сегодня с вами использовать, это пряжа Alize Lana Gold Fine из серии Classic. Полушерстяная пряжа, 49% шерсть, остальное акрил. Пряжа турецкого производства. Так, вот ее состав я вам показываю. Цвет у нас 40. Цвет такой приятный, голубой, джинсовый. И метраж 100 грамм 390 метров. Вот такая пряжа. Прекрасная ниточка, хорошо скручена, очень хорошо из нее все получается. Полотно ровное, как видите. Очень приятно вязать. Спицы мы используем 3,5. Вот так выглядит наш узор. Косы зеркально расположенные. И между ними такая ажурная дорожка с узором с шишечками идет. Очень эффектно узор смотрится, я считаю, на мой взгляд. Мне очень понравился. И мне сложно вяжутся. Идут перекрещивания, но они не напряжно вяжутся. Там перекрещиваются всего 4 петли, то есть это несложно сделать. Шишечка тоже элементарно вяжется. Спицами мы будем вязать шишечку также. Я покажу, как это сделать. Ну, как альтернативу в последнее время стала вам показывать всегда другую пряжу. Давайте я вам покажу. Смотрите, там есть вариант розового цвета, такого розово-коричневого, да. То есть это пряжа такая же, Alize Lana Gold Fine, вот, и розовый цвет, да. И я хотела бы вам цвет сказать, color. Это 161. Вот. То есть, если у вас есть желание, вы можете вот такую пряжу выбрать. Это то же самое, да? Только цвет другой. Вот. Так, дальше. Вот такая пряжа у нас еще есть. Если вы хотите хлопковый вариант, то пряжа с хлопком будет тоже полухлопок. 50, по-моему, тоже 1%. 100 грамм 330 метров. Но на это не стоит обращать внимание, у них одинаковая толщина. Цвет 446. Цвет такой розовато-коричневый. Кстати, очень приятный цвет. И он вот как-то очень тоже похож на оригинал. Так что можете ее использовать. Она попадет в плотность, эта пряжа. Если у вас есть желание, чтобы пряжа была хлопковая. Цвет вы, конечно, можете любой выбрать. Очень большая палитра цветов у этой марки, у турецкой. Шикарная пряжа, мне всегда нравится. Носик всех хорошо ведет. Она недорого стоит, бюджетная. Но вот эта пряжа, она потолще будет. Придется плотность пересчитать. Немного она будет больше. Тоже Alize Super Lana. Тут у нас не полушерсть, а 25 всего шерсть, остальное акрил. Так что вот, на ваш взгляд, выбирайте, какая вам удобна. Возможно, у вас есть какая-то более дорогая. Кстати, еще из русской подойдет белорусская пряжа фирмы Comtech. Тоже подойдет по плотности. Она мягкая и тоже полушерсть. Так, ну а сейчас давайте схему посмотрим. Схему я нарисовала. И у нас все есть. Полноценная выкройка, схема для того, чтобы приступить к расчетам. Схема узоров выглядит вот таким образом. Девочки, рабочая схема. Я по ней, в общем, с чистого листа, да, начинала рисовать. И, в общем-то,
Вот поэтому, наверное, такие помарочки. Но не буду оправдываться, как что есть, то есть, да, перерисовывать уже некогда. Смотрите, условное обозначение. Пустая клеточка – это лицевая петля у меня здесь, да. Вот эти перекрещивания – это перекрещивание 4 петель налево, и вот это зеркально 4 петли перекрещиваем направо. То есть вот эти 12 пустых клеточек – это и есть наша коса на 12 петлях в ширину. Раппорт узора этой косы составляет 20 рядов, затем идет повтор узора. Теперь далее. Горизонтальная черточка, изнаночная петля, кружочек, накид. Вот этот странный треугольничек с черточкой внутри – это 2 вместе изнаночной. И вот это вот момент, это у нас здесь будет с вами вязаться шишечка, девочки. Шишечка будет вязаться в центральной петле. Из одной петли мы будем вывязывать 5. Вот. Я ее здесь нарисовала, ну, вот так условно, это шишечка. Как ее связать, я вам сегодня покажу в видео в своем проекте. Мы будем этот узор вязать. Вяжется она лицевыми петлями. Туда-сюда, в общем, ну, детально давайте, когда приступим к вязанию образца. Так, и коса точно такая же, но зеркальная у нас присутствует на нашей модели. Посмотрите внимательно. То есть идет центральная коса, и затем вот эта центральная коса, и затем с двух сторон идут вот эти косы с противоположным направлением перекрещивания. Обратите на это внимание. Вы можете этот момент опустить и выбрать ту косу, которая вам удобно направление. Да, я знаю, так тоже будет неплохо смотреться. Кто придерживается только оригинала, чисто хочет попасть в оригинал, то, пожалуйста, вот вам 2 схемы. То есть одна у нас, один узор на 12 петлях и ажурная эта дорожка на 9 петлях. Это все петли изнаночные здесь идут. Вот эти 9 петель, они все изнаночные, кроме шишечки, которая будет внутри. Она там лицевыми вяжется. Так, теперь давайте посмотрим выкройка. У нас вот такая выкройка. Здесь не все размеры. Все детальные размеры я рассказываю в расчетной части. Здесь у нас конструктивно. Вы смотрите, все детали вяжутся раздельно. Снизу вверх направление вязания. И затем все сшивается, происходит сборка. То есть у нас здесь классика в чистом виде. Классика с проймой и окатом рукав. И у нас всегда вот такое вот описание. Я выкладываю под видео в виде текста. Здесь вот описаны мои размеры. Я их уже сегодня называла, какие будут использоваться в сегодняшнем видеопроекте. И я это зачитывать, конечно, не стану. Почитайте под видео самостоятельно. Здесь идет вся инструкция, вся последовательность ваших действий по вязанию данной модели. Я просто пролистала, показала, заострила внимание, что это есть. Этот текст есть под видео для вашего удобства. А сейчас, мои хорошие, приступаем к вязанию образца узора. Девочки, для вязания образца я набрала 37 петель. И, в общем-то, распределяем следующим образом наши узоры, наши мотивы. У нас будут 2 косы и по центру вот такая, ну, скажем, ажурная полоса. Кромочную сняли. Изнаночная идет у нас. И далее мы с вами вяжем косу. В косе у нас в первом ряду 4 лицевые вяжутся. Затем мы 4 следующие петли перекрещиваем налево. Это я делаю следующим образом. Все 4 петли я снимаю на правую спицу. Первые 2 петли у меня перед работой, а следующие 2, вот они там за работой высвобождаются. И я с помощью правой спицы возвращаю их на левую, но они у нас уже оказываются первыми. Вот таким образом мы перекрестили 4 петли налево. И все 4 вяжем лицевыми. Так подробно я больше этот элемент показывать не стану. Вот один раз показала, да. 4 петли у нас сейчас будут часто перекрещиваться налево и направо. Далее вяжем в косе еще 4 лицевые. Связали. Далее вяжем первая петля изнаночная,
Вторая петля — это накид, 2 вместе изнаночной, 3 изнаночные, 1, 2, 3, снова 2 вместе изнаночной, накид и изнаночная. Вот так вяжется наша ажурная с вами часть между косами. Затем идут опять 4 лицевые. Началась вторая коса, которая будет зеркально первой. То есть, если мы здесь 4 петли все время будем перекрещивать налево, то в зеркальной косе будут 4 петли все время перекрещиваться направо. Вот мы с вами связали 4 лицевые в косе, и вот эти 4 следующие лицевые мы перекрещиваем направо. Первые 2 петли у меня будут за работой, а перед работой я высвободила следующие 2 петли, и с помощью также правой спицы я их перенесла на левую. И все 4 мы вяжем лицевыми. Осталось еще 4 лицевые в косе, изнаночная, кромочная и изнаночная. Вот таким образом мы связали первый ряд. Переворачиваем на изнаночный ряд. В изнаночном ряду косы мы вяжем как 12 изнаночных, изнаночные мы вяжем как лицевые, накиды мы вяжем тоже лицевыми. То есть здесь у нас идут всегда 9 лицевых. Так, самостоятельно мы это делаем. Вяжем с вами третий ряд. Следующим образом. Кромочная, изнаночная. В косе 2 первые лицевые. Следующие 4 петли перекрещиваем налево. Меняем местами по 2. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами. Все 4 вяжем лицевыми. Затем у нас опять идут 4 лицевые, перекрещиваем налево опять так. Также меняем местами по 2 петли и все 4 вяжем лицевыми. Остались в косе 2 лицевые. Дальше идут изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной. То есть вот в этом ажурном узоре, девочки, у нас раппорт составил 2 ряда всего, да? То есть каждый ряд один и тот же, не считая вот этих шишечек. Про них будут чуть позже. Мы еще до них не дошли. Затем опять 3 изнаночные по центру. Опять 2 вместе изнаночной вместе. Накид, изнаночная. Переходим к косе, которая зеркальная. 2 лицевые. Перекрещиваем 4 петли направо. Меняем по 2 местами. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. И все 4 провязываем лицевыми. Следующие 4 петли также перекрещиваем направо. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли местами. И все 4 провязали лицевыми. Осталось 2 лицевые. В косе изнаночная, кромочная, тоже изнаночная. Связали 3-й ряд. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем с вами 5-й ряд. Следующим образом. 5-й ряд у нас очень богат на события. Будьте сейчас внимательны. Кромочную сняли, изнаночная. В косе сразу с самого начала первые 4 петли перекрещиваем налево. Сняли 4 петли на правую спицу, первые 2 петли перед работой, следующие 2 за работой, поменяли, провязали как 4 лицевые. Следующие 4 петли опять перекрещиваем налево, также 2 перед работой, следующие 2 за работой, поменяли местами, вяжем 4 лицевые.
И опять третий раз. Также 4 петли перекрещиваем налево. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли местами, все 4 провязали лицевыми. Вот такая конфетка получается. Видите, коса-конфетка. Дальше у нас идет с вами изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной. Дальше идет изнаночная. И вот такую будем сейчас с вами шишку вязать лицевыми петлями. Из одной петли вывязываем 5. Из одной петли будем делать 5. Раз, вытянула, накид, 2, накид, 3. Вытянули 5 петель, спустили петлю, переворачиваем на изнаночную сторону полотно и вяжем все 5 петель изнаночными. Раз, 2, 3, 4, 5. Переворачиваем опять на лицевую сторону и вяжем 5 лицевых. Раз, 2, 3, 4. Кромочной я вяжу изнаночной. 5. Опять переворачиваем. Опять вяжем 5 изнаночных. Раз, вернее, первая кромочная. 2, 3, 4 получилось у меня. Все. И вот теперь окончательно на лицевой стороне мы снова из этих 5 делаем одну петлю. Провязываем через все 5 одну петлю. Все. Вот получилась у нас такая большая крупная шишка. Ее можно помельче сделать. То есть всего 2 раза туда-сюда пройтись, да? Затем у нас вяжется одна изнаночная, 2 вместе изнаночной, накид, изнаночная. Вот так. Сформировалась вот такая красивая шишка. Дальше. Все 4 петли перекрещиваем в косе направо. То есть мы сейчас зеркально вяжем ту косу. Все 4 вяжем лицевыми. Следующие 4 петли опять перекрещиваем направо. Меняем местами их. Вяжем как 4 лицевые. Следующие 4 петли снова перекрещиваем направо. Меняем местами первые 2 за работой, следующие 2 перед. И все 4 вяжем лицевыми. Все. С косами сделали все. Изнаночная осталась, кромочная тоже изнаночная. Связали мы с вами 5 ряд. Перевернули. В 6 ряду мы вяжем, как смотрят петли. Вместо шишечки, конечно, вяжется тоже лицевой. У нас с вами 7 ряд. И вяжем мы с вами его следующим образом. Кромочная, изнаночная. В нашей с вами косе первые 2 лицевые. 4 петли перекрещиваем налево. Меняем первые 2 перед работой. Следующие 2 за работой. 4 лицевые вяжем на перекрещенных петлях. Следующие 4 петли снова перекрещиваем налево. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. И вяжем их как 4 лицевые. Осталось в косе просто 2 лицевые. Вот так. Далее у нас идет изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной, 3 лицевые, 2 вместе изнаночной, накид, изнаночная. В нашей косе зеркальной 2 лицевые, следующие 4 петли перекрещиваем направо, меняем первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. То есть все 4 вяжем лицевыми. Следующие 4 петли снова перекрещиваем направо. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли, все 4 провязали лицевыми.
И осталось в косе 2 лицевые, изнаночная, кромочная, изнаночная. То есть наши косы с вами зеркалятся, видите? И 8 ряд мы вяжем, как смотрят петли. 9 ряд у нас с вами идет. И мы вяжем. Первая кромочная, изнаночная. В косе у нас сейчас будут 4 лицевые. Далее 4 петли перекрестим мы с вами налево. Сняли 4, да? Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли местами. Связали как 4 лицевые. В косе осталось 4 просто лицевые. Все, с косой мы закончили. Дальше идет изнаночная, накид, 2 вместе изнаночные, 3 изнаночные. Ну, здесь каждый раз одно и то же повторяется в каждом лицевом ряду, но не считая вот этих рядов с шишечками. Опять 2 вместе изнаночные, накид, изнаночная. Так. И в косе у нас с вами снова идет перекрещивание. В центре 4 лицевые, затем 4 петли перекрещиваем направо, меняем местами первые 2 за работой, следующие 2 перед, провязали как 4 лицевые перекрещенные петельки, остались в косе 4 лицевые, изнаночная, кромочная, изнаночная, связали. 10 ряд мы вяжем, как смотрят петли. Итак, девочки, смотрите, сейчас 11 ряд у нас вяжется очень просто. Здесь перекрещиваний больше нет. Кромочную сняли, изнаночная. В косе 12 лицевых вяжем. Затем идет изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночной, накид, изнаночная, и в следующей косе снова 12 лицевых. Изнаночная, кромочная, изнаночная. 13 ряд мы вяжем так же, как 11. То есть в косе никаких перекрещиваний, ничего. Следующее перекрещивание у нас будет уже, знаете, в каком ряду? В 21-м. То есть вот так вот у нас раппорт на этом, как бы закончится раппорт в 20 ряду. И в косе будут все время вязаться все, вот до 20 ряда, все петли в лицевых рядах, лицевые, 12 лицевых. У нас будет с вами в 15 ряду формироваться шишечка вот такая, поэтому давайте вяжем, значит, сейчас 14, 13 ряд мы вяжем, как смотрят петли, да, по сути, и в 15 ряду мы сделаем вот такую шишечку еще. 15 ряд у нас вяжется в косе все петли 12 лицевые, да, затем у нас идет изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной, изнаночная, и опять у нас в центре ажурной нашего вот этой дорожки вяжется вот такая шишечка лицевыми петлями. Из одной петли мы снова вытягиваем 5. Раз, накид, 2, накид, 3, 5. Спустили петлю, переворачиваем на изнаночную сторону полотно и вяжем 5 петель изнаночными. Раз, 2, 3, 4, 5. Переворачиваем снова на лицо, вяжем все 5 лицевыми. Раз, 2, 3, 4. Но вот это вот я кромочную свяжу изнаночной, а то некрасиво получается. Переворачиваем. Вы знаете, на этом
наверное, рано заострять, ну, заканчиваться. Вот именно такая она пышная получится у нас, наша шишечка. Не получается как-то раньше закончить. Опять вяжем 5 изнаночных, ну 4 получается изнаночных. Первую я сняла как кромочную. И переворачиваем. И вот сейчас мы делаем 5 вместе одной лицевой. Все. Сформирована шишечка. Далее идет изнаночная. 2 вместе изнаночной. Накид, изнаночная. И далее опять в косе у нас продолжается 12 лицевых. И далее мы, девочки, с вами вообще вяжем все по узору. То есть у нас больше перекрещиваний нет в раппорте. Изнаночная, кромочная, изнаночная. То есть 17 и 19 ряды мы вяжем по узору. Здесь у нас как смотрят петли вяжутся, собственно говоря. И раппорт у нас повторяется с вами с первого ряда. После того, как свяжем 20 рядов, как смотрят петли, раппорт будет повторяться с первого ряда. То есть начнется формирование вот этой вот части косы, где идут перекрещивания. Мы уже с этого начинали с вами первый ряд. Вот такой, в принципе, интересный, очень красивый узор. Я считаю, очень красивый, эффектный узор получается у нас. Нам надо сейчас с вами сделать влажную тепловую обработку. Осторожно надо быть с нашими шишечками рельефными. Их, наверное, не стоит приплющивать. Ну, хотя это опять-таки на любителя. Может быть, кому-то покажется, что это очень хорошо, когда их вот так вдавливают, да? Вот. Имейте это в виду. Итак, горячим паром, девочки, обдаем наш образец. И вот так его тянем потихонечку. Он влажненький, податливый, очень пластичный. Шишечки у меня тоже немножечко припарились. Все. Теперь пусть сохнет. Итак, сейчас для измерения плотности образца воспользуемся обычной линейкой. Прикладываем ее по ширине полотна. Так, у меня получается, девочки, ну, 16,5. 16,5. Вот здесь у нас полотно более стянуто. Давайте здесь померяем также. Здесь будет 16. Нет, хотя там вот за 16. Давайте все-таки возьмем в стянутом месте, да? Так будет правильный, более правильный подход. Итак, у нас с вами 16 сантиметров и 37 рядов. Ой, 37 петель набиралось. 37 мы разделим на 16 сантиметров. 2,3 плотность получается по горизонтали. И эту цифру надо обязательно записать, чтобы не забыть. В 1 сантиметре 2,3 петли. Теперь измерим по вертикали. То есть мы измеряем сейчас длину. Это 16 сантиметров. 16. И у меня 41 ряд в образце. Я уже заранее посчитала. 41 мы разделим на 16 сантиметров. Получим плотность 2, давайте запишем более точно, 2,55. В 1 сантиметре запишем 2,55 ряда умещается. Вот так. Это очень важный момент. Сейчас мы будем с вами составлять
описание, руководствуясь вот этих цифр. Итак, у нас сегодня вот такая выкройка будет участвовать в расчетах. Мы будем составлять описание для российских размеров 42, 44, 46, 48, 50, 52. Ширина спинки переда одинаковая. Будет первый размер 48 сантиметров, второй размер 53 сантиметра, третий размер 58 сантиметров. Начинаем мы с резинки 1 на 1. Планку вяжем на высоту 7 сантиметров. Вяжутся все детали снизу вверх. Затем все это сшивается. Набираем с вами на спицы первый размер. Спицы можно взять меньшего размера. То есть основной узор мы вяжем спицами 3,5, а резинку набираем 3. На троечку можно. Можно этого не делать. Можно везде использовать спицы номер 3,5. То есть это по вашему усмотрению. Набрать надо 100 петель. Второй размер 112, третий 124 петли. В последнем изнаночном ряду планки равномерно добавить 10 петель, прибавить, чтобы на спицах было 110, 122, 134 петли. И вот на этих цифрах, на этом количестве петель мы распределяем узоры. Почему именно эти петли? Именно столько, да? Объясняю. У нас с вами ширина на примере первого размера 48 сантиметров. Берем с вами наш калькулятор. Мой калькулятор видал виды. Ему, наверное, уже более 20 лет. Я на нем еще отработала 17 лет в институте. И вот он перешел плавненько сюда. Переехал в Анапу. Итак, девочки, 48 сантиметров умножить на нашу плотность, которую мы только что с вами посчитали по горизонтали, в 1 сантиметре умещается 2,3 петли. То есть мы должны с вами 48 на 2,3 умножить. Вот откуда у нас берутся 110 петель для первого размера. Аналогично я считала для других размеров также петли. Так. И вот теперь их надо красиво распределить. Вот я нарисовала схематично, как у нас будет располагаться с вами петельки. Для первого размера 42-44, шириной 48 сантиметров, это будет выглядеть так. По центру идет коса на 12 петлях. С двух сторон от нее идет узор на 9 петлях. Итак, смотрим, да? Коса. Берете любую косу, хотите и эту косу, хотите и эту косу. Вот, то есть возьмите как в оригинале. Дело в том, что вот идет центральная коса, и от нее узоры идут с противоположным направлением перекрещивания, понимаете? То есть от центральной косы идут противоположные косы. То есть вот эта коса, если вы возьмете эту центральную, да, то вот эта коса и эта коса будут вязаться одинаково с двух сторон от нее. Понимаете? То есть берем одну из кос, выбираем, да, 9 петель. Это я на схеме обозначаю нашу ажурную вот эту вот часть узора, которую мы тоже вязали между косами сегодня, с шишечками, которая идет. Вот. И собственно, вот эти два узора мы сочетаем. Центральные 12, потом по 9 с двух сторон, опять 12. То есть косы здесь уже переворачиваются наоборот, зеркалятся, да. Вот, по 9 опять, ажурный узор 12. И завершается все 6 изнаночных справа, 6 изнаночных слева, кромочная справа, кромочная слева. И это в сумме дает 110 петель. Вот так я распределила узоры. Дальше, для второго размера у нас 46-48 этот размер, 53 сантиметра ширина, 122 петли надо распределить. Все то же самое, как в первом размере, но после вот этих наших крайних кос, где у нас дальше шли 6 изнаночных, здесь будет полноценно включаться ажурная дорожка на 9 петлях. То есть, смотрите, как начнется. Кромочная
затем идет 3 изнаночные, затем ажурная дорожка на 9 петлях, 12 петель коса, 9 петель ажурная дорожка, 12 петель коса, 9 петель ажурная дорожка, 12 петель коса по центру, 9 петель ажурная дорожка, 12, 9, 12, 9, и все завершается опять 3 изнаночными. И, соответственно, 2 кромочные справа. В сумме это 122 петли. Это понятно, да? Для третьего размера 134 петли у нас. И получается, что мы берем вот все то же самое, как для второго размера. То есть вот здесь у нас ограничиваем, да? То есть с двух сторон у нас ажурной дорожкой все заканчивается. И мы добавляем не 3 изнаночные справа-слева, а 9 изнаночных справа, 9 изнаночных слева, соответственно, кромочные. Вот в этом различие. Получается, что у нас 5 раз идет с вами коса. И 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз идет узор ажурной дорожки. А это вот 9 изнаночных у меня получилось. И все это на фоне изнаночной глади. Потом у нас по линии для формирования линии проймы надо будет вот эти вот изнаночные убавлять. Так что не пугайтесь, вот эта красивая коса, она будет хорошо заходить, где у нас будет формироваться пройма. То есть коса не затрагивается проймой совсем. Вот. Вот такие вот дела. Далее, что я хотела сказать. Давайте посмотрим опять выкройку. Пройма у нас будет с вами формироваться на определенной высоте. Более детально я пишу все это в инструкции под видео. Сейчас я общие моменты кратко объясняю. Значит, по пройме мы будем последовательно закрывать для первых 2 размеров по 11 петель, для третьего размера 12 петель. Как считала, смотрите, глубина проймы 5, умножайте также на плотность по горизонтали 2,3. Получается 11. Но и для большего размера я взяла чуть больше, на 1 петлю. Так, по вырезу горловины, смотрите, на первый размер беру ширину выреза 20 сантиметров, а затем увеличиваю в зависимости от размера. Получается, если мы 20 умножаем на плотность по горизонтали 2,3, у меня получается 46 петель изначально идет на первый размер, на второй размер на 2 петли больше, на третий 50 петель. И все, что осталось, это петли плеч. У меня получилось в расчете 21, 26 и 30 петель, в зависимости от размера. Понятно, да? У нас будет формироваться вырез горловины тоже на определенной высоте. Глубина выреза по спинке 2 сантиметра, по переду 10 сантиметров. И все вот эти вот моменты вертикальные, все вот эти размеры я озвучиваю в инструкции по вязанию под видео. Вот. Но сейчас я вам скажу, как пользоваться вертикальной плотностью и зачем мы вообще ее считали. Дело в том, что после стирки, вы знаете, изделие вытягивается. Чтобы этого не происходило, нам необходимо каждый раз высчитывать эту плотность и применять ее. То есть вы, когда вяжете свое полотно, не надо ничего измерять сантиметрами. Считайте только ряды. То есть вот смотрите, у меня первый размер стоит от планки до формирования проймы на первый размер 31 сантиметр. По моей длине, если длину изделия брать, 58 первый размер, 59, 60 сантиметров. Это средний рост. По своему желанию регулируйте, девочки, длину изделия, конечно же. Она вот здесь будет изменяться. Пройма у меня получается 20 сантиметров на первый размер, 22 сантиметра на второй, 23,5 на третий размер. Высота проймы. Вот. И, значит, как я уже сказала, 31, вот этот вот размер вертикальный, надо умножить на вертикальную плотность. Мы ее тоже посчитали. В 1 сантиметре 2,55 ряда. И смотрите, давайте, значит, 31 надо умножить на 2,55, получим
79 рядов. Записывается 80 рядов. Всегда берется четное число, так удобнее, ну, как скажем, понимать, так удобнее считать. Вот, то есть я пишу, что 31 сантиметр, и это 80 рядов. Вот так вот. И когда вы будете вязать, вы будете знать, что на высоте 80 рядов нам надо начинать закрывать петли проймы. Это вот так считается. Это вот так работает, девочки. Переходим к рукаву. У рукавчика на планку нижнюю, тоже резинкой 1 на 1, на высоту 7 сантиметров также мы набираем 44, 46, 48 петель, в зависимости от размера. Вяжем, вяжем, вяжем. В последнем изнаночном ряду добавляем равномерно 20 петель. И у нас с вами должно получаться на спицах 64, 66, 68 петель. Узоры распределяем вот таким образом. Так, вот бумажка. Вот таким образом. То есть опять по центру идет коса, с двух сторон ажурной дорожки по 9 петель. Затем идут 2 опять косы. И изнаночные петли у нас идут. И все петли, которые вы будете по скосу прибавлять, тоже включайте в изнаночную гладь. Мой вам совет. Хотите, сделайте здесь лицевую гладь, но это будет некрасиво по отношению вот к косе, да, к этим косам крайним. Можно между ними сделать изнаночную дорожку какую-то там из 2 петель и лицевые потом включать. То есть здесь вы как хотите делайте, девочки, но я бы на вашем месте вот сделала, добавила первый размер 4 изнаночные, второй по 5 изнаночных с 2 сторон, и для третьего размера по 6 изнаночных. Не забываем про кромочные. Вот, таким образом. И давайте сюда опять смотрим. Самое сложное — это рукав. Здесь у нас есть скос, здесь у нас есть окат. Его вывязывать нужно тоже соответствующим образом. Давайте про скос поговорим. Значит, если моя длина рукава 61 сантиметр составляет длина рукава, надо посчитать, сколько будет длина скоса. То есть вот от нижней планки 7 сантиметров мы из 61 отняли 7, мы отняли окат, высоту его 13,5 сантиметров, получилось 40,5 сантиметров. Эта длина должна быть у вас также выверена по вашему размеру, девочки. У нас у всех разный рост. Обратите на это внимание. Это должна быть четко ваша личная длина. Я сейчас рассказываю на примере 61 сантиметр, если длина. Мы с вами переводим эту длину 40,5 сантиметров в ряды. Получается 104 ряда. Как переводить, я уже говорила, умножайте на вертикальную плотность. Получается 104 ряда. Нам надо с вами из самой широкой части рукава, в моем случае, значит, это 92 петли, 100 петель, 108, в зависимости от размера. Считала я также, то есть я умножала ширину рукава на плотность по горизонтали. У меня получилось вот это количество петель. Вот. Отнять то, что у нас идет внизу по узору 64, 66, 68, и эту разницу разделить на 2. Получается, что по каждому скосу надо будет прибавить 14 петель, 17 петель, 20 петель. Это по размерам. А теперь нашу длину скоса 104 мы будем делить на 14 петель, которые надо прибавить, чтобы определить равномерность, в каком ряду у нас делать прибавки, через сколько рядов, то есть 104 ряда длина скоса разделить на 14 петель, которые надо прибавить по скосу, и мы получаем с вами число 7. В каждом 7-м ряду мы делаем с вами прибавку. 14 прибавок по одной петле справа и слева. И для других размеров я также посчитала 17 петель в каждом 6-м ряду, 20 петель в каждом 5-м ряду прибавки. Все. И после этого идет окат. Окат высота у нас составляет 13,5 сантиметров. Если вы новичок, я рекомендую вам нарисовать выкройку в натуральную длину и связать этот окат, руководствуясь вот этой выкройкой. То есть берете свое вязаное полотно
прикладываете к этой натуральной выкройке и видите, вот так. Вот у вас здесь, очевидно, надо, допустим, убавить по одной петле, затем там по 2 петли. То есть тут будет очевидно видно. В общем, можно сказать, что есть статья такая специальная, как сделать расчет оката. Посмотрите, там условно мы делим окат на 3 части. В первой части закрытие идет так же, как по пройме. Затем идет очень крутое закрытие по одной петле в каждом втором ряду. Затем идет следующая часть по 2 петли в каждом втором ряду. И уже вот здесь в самой пологой части у нас идет закрытие по 3 петли. И в одном ряду мы закрываем все оставшиеся петли. Обычно это бывает 15 петель. Ну, в среднем, так скажем. 15, там 20 петель, в зависимости от ширины вашего рукава. Вот таким образом считается окат. Для тех, кто умеет уже вязать, вообще эта информация, наверное, была неинтересна. Да? Так, ну и, в общем-то, все остальное вы, девочки, посмотрите в инструкции под видео. Там я постаралась все это детально изложить, что я вам сейчас тут наговорила. И я думаю, вы справитесь, читать у нас все умеют. Я на этом заканчиваю свой мастер-класс. Желаю вам удачи, девочки, до новых встреч!